Здравствуйте! На канале Ливанова Дизайн рубрика «5 минут с искусством». С вами я, дизайнер и куратор Наталья Ливанова, и моя собеседница, редактор глянцевого издания Мария Авилова. Всем привет! Как говорил Лессинг, художники пишут глазами любви, и только глазам любви можно судить их. Несколько лет назад в небольшом французском городе Лавале произошло очень интересное событие. На порог местного музея наивного искусства неизвестный подбросил пакет, в котором находилась работа известного художника Анри Руссо. Там также прилагалось сопроводительное письмо и сертификат подлинности работы. Неизвестный даритель сетовал в этом письме, что в музее города, который является родным для Анри Руссо, находится всего 2 его работы. И поэтому он решил, не имея наследников, подарить одну из своих работ из своей коллекции музею, желая при этом остаться анонимным. Но, насколько я знаю, Анри Руссо – это представитель наивного искусства, его работы стоят очень недешево. А что такое вообще наивное искусство, в чем его ценность? Наивное искусство – это творчество непрофессиональных художников, которые занимаются этим систематически на постоянной основе. То есть наивные художники не имеют профессионального художественного образования, но при этом они позиционируются как художники и зарабатывают этим на жизнь. Наивное искусство не так часто попадает в поле зрения галерей и музеев, но оно может быть ничуть не менее интересным, чем профессиональные работы. Мы говорим о примитивном искусстве или о наивном? Это одно и то Нет, же, это не разные одно и вещи. то же. Да, нужно отличать наивное искусство и примитивизм. При этом еще есть примитив и есть еще арт-брют. Да? То есть примитивизм – это как раз направление в искусстве, созданное профессиональными художниками, которые имели академическое образование, но обращались к примитивным работам прошлого, первобытным, так сказать, в начале прошлого века, да, в поисках какой-то ясности и чистоты. То есть через увлечение примитивом прошли многие известные художники. Матисс, Пикассо, Ларионов, Любовь Попова и многие другие. То есть мастера начала прошлого столетия чувствовали некую усталость современной им культуры и пытались найти в этом первобытном диком искусстве какие-то новые творческие идеи, энергию и прочее такое. Некоторые даже удалялись от европейской цивилизации жить на острова. Первым таким был Поль Гоген, который отправился на Гаити, да, желая вести жизнь человека, в жилах которого течет кровь дикаря. Ну и где умер от нехорошей болезни. Ну, официальная версия говорит, что он умер от сердечного приступа, который случился с ним в результате очередного приема дозы морфия, который он использовал как обезболивающее от мучивших его сильных болей. Ну да бог с ним. С Гогеном он был великим художником. Да? Вернемся к наивному искусству, которое, как течение, наивное искусство сформировалось не сразу. Это заняло где-то около столетия и завершилось в конце XIX века. И вот как раз-таки пионером этого направления и был Анри Руссо, который всю свою жизнь проработал, большую часть жизни, конечно, проработал на французской таможне. И уже в зрелом возрасте решил оставить свое это дело и заняться живописью. Да, что таможня дает добро. Таможня дала добро, да, и он начал писать работы. При поддержке своих профессиональных художников он постепенно начал пользоваться популярностью. И зрители оценили необычные сюжеты, необычную технику и яркий колорит. А вот интересно, а в России были наивные художники? Конечно, были и есть. Впервые массовый российский зритель увидел наивное искусство в 1913 году, когда Михаил Ларионов устроил выставку «Мишень». На этой выставке экспонировались работы Ника Пиросмани, привезенные из Грузии. А до этого, конечно, российский зритель даже представить не мог, что любительское искусство может быть чем-то большим, кроме как лубок или фольклорная роспись. А вот на засыпку вопрос, как отличить наивиста от дилетанта? На самом деле, да, это вопрос очень важный не только для обычного зрителя, но и для искусствоведов. Как правило, такими критериями оценки являются качество работы. Да?
не меньшую роль играет личность самого художника. То есть действительно ли он посвятил свою жизнь искусству, да? То есть он живет этим, он зарабатывает этим на жизнь. Хотел ли он что-то сказать своей целевой аудитории и сказал ли он это ей? Мгм. Ну, так или иначе, наивисты все равно не рождаются, да, ими становятся, может быть, они учатся чему-то. На самом деле каждый наивный художник, учатся и профессиональные Да. художники, естественно, всю свою жизнь, как и все люди. Но каждый наивный художник, самоучка, он формируется в некой изоляции, да, собственных идей, собственного стиля. То есть в чем особенность, да, профессиональных художников? Наивные художники делают акцент как бы не на саму работу и технику, а на внутренний мир. То есть тут дело не в технике, она у них практически не меняется, да, в отличие от профессиональных художников со временем. Они как бы показывают что-то, то, что у них внутри, а внутри у них именно вот это такое детское, непосредственно, неученое восприятие действительности, в то время как профессиональный художник, он всегда связан рамками образования, многим это даже мешает выразить именно свои идеи непосредственно, потому что если ты уже умеешь профессионально рисовать, разучиться профессионально рисовать, ну, достаточно сложно, мягко сказать. Мы, конечно, живем в удивительное время, даже, может, мне кажется, какая-то специфическая эпоха, когда все изобретено было уже до нашего появления. Получается, что сейчас творческим людям вместо того, чтобы что-то изобретать новое, приходится создавать либо примитивное и тривиальное искусство, либо излишне экстравагантное, да? И мы знаем, что есть такие направления увлечению, как арт-брюты и аутсайдеры. Что это такое? Да, есть такое течение. Впервые понятие арт-брюта ввел французский художник Джан Дюбуффе. Он осознал, что и он, и его коллеги, даже самые авангардные, радикальные, они как бы идут в русле общей культуры. То есть это как раз вот тот случай, когда им образование и умение рисовать мешает выражать свои идеи непосредственно. Но в отличие от примитивистов, которые обращались к первобытному искусству, да, он обратился к искусству тех, кого он назвал дикими или посторонними. То есть сюда входит несколько категорий. Душевнобольные, люди с ограниченными умственными способностями, заключенные, как он говорил, необразованные жители сельских регионов и дети. В чем особенность их творчества? Они рисуют для себя. То есть если наивные художники, они не обучались, но они все-таки рисуют для зрителя и зарабатывают этим, то эти люди, в принципе, рисуют для себя, не имея никакого представления ни о других художниках, ни об искусстве вообще, ни о рынке. Им совершенно, скажем так, наплевать, на какие там течения происходят и вообще, что происходит в мире искусства. Они делают то, чего они не могут не делать. То есть как бы искусство выходит из недр их сознания и подсознания. Но это, конечно, не значит, что каждый психически больной человек – это представитель творчества арт-брют. Естественно, для этого работы должны обладать художественной ценностью, а художественная ценность, как мы знаем, устанавливается либо зрителями, либо институциями, да, официальными музеями, галереями. И на самом деле в нью-йоркский аукцион Сотбис торгуют работами художников направления арт-брют в разделе арт-брют и народное творчество. То есть получается, что изделия народных мастеров – это тоже искусство? Это часть декоративно-прикладного искусства, в которое входят вещи, создаваемые людьми для конкретных практических целей. При этом они украшаются определенными узорами, да, там, разными символами. Исторически эта символика, эти узоры имели определенное сакральное значение. Сейчас, конечно, это просто декоративные вещи. Получается, что в отличие от профессиональных художников, наивные художники не увлекаются техникой, а сосредотачиваются на раскрытии каких-то внутренних своих мыслей, ощущений и не фиксируют момент времени, а рассказывают личную историю или просто историю на века. Можно сказать и так. На этом наша пятиминутка окончена. Помните, что искусство нам дано, чтобы не умереть от истины. Всем пока! С вами была Наталья Ливанова и Мария Вилова. До встречи на канале. Строение своего внутреннего мира на передачу своих ощущений через картины. Подожди, может, ты это мне тоже говоришь, а потом прощаемся мы туда. Могу тебе Мы сказать. с тобой разговариваем.